Привет, дорогая! Сегодня жду в гости свою соседку на чай и решила приготовить творожное печенье. Ну а заодно и снимаю для тебя этот рецепт. Есть этот рецепт в интернете огромное количество, и я тебе покажу, в чем секрет, почему там очень много калорий, много сахара, скажем так, а у меня минимум. Итак, начинаем. Творог обязательно должен быть рассыпчатый, как можно суше. У меня пачка 350 грамм. Творог нужно соединить с маслом, сливочным маслом. 100 грамм на 350 грамм творога, 100 грамм масла. Масло чуть-чуть растоплю. Да, использую 72,5% масла. Если использовать 82,5%, сразу плюс 100 калорий. Нам это не нужно. 72,5%, 100 грамм. Буквально 10 секунд, и масло уже размягченное. Вот оно уже очень легко поддается вилке. Перемешиваю. Полминутки, но минута, и мы вмешали масло в творог. Следующий этап – мука. В общем-то, 3 основных ингредиента. Тут нету яиц. Только творог, масло и мука. Сначала всыпаю 2 ложки. И сразу, чтобы потом не забыть, чуть-чуть соли и сода. Ну, буквально четверть ложки, наверное. Можно еще, ну, там треть. Но этого достаточно. Да, ванилин, если есть, можно добавлять ванилин. Я часто про него забываю. В принципе, творожный запах есть, этого достаточно для этого печенья. Ну, ванилин тоже хорошо. Напоминаю, соду добавляем негашенную. Она в твороге начнет работать. Будет выделяться углекислый газ с кислотой творога, вступая в реакцию. И печенье будет более воздушным. Так, еще 2 ложки. Это уже 3-я и 4-я. Как всегда, напоминаю, что могут быть какие-то отличия по количеству. Всегда все зависит от влажности творога. Ну и нельзя долго вымешивать, потому что чем дольше, тем больше ты как бы выжимаешь творог, и он отдает из своих клеточек, из зернышек творожных все больше влаги и поглощает все больше муки. А так, если достаточно быстро все делать, эти творожные частицы, зернышки, как их еще назвать, не знаю, они остаются целыми, и тем вкуснее, в принципе, тем творожнее на вкус будет ощущаться печенье в результате. Так, уже вот после 4 ложек вполне себе замешивается руками. Видишь, не особо остается. Но я добавляю 5-ю ложку. 5-ю точно знаю, что надо еще добавить. Нужна ли будет 6-я? Сейчас посмотрим. Ну вот, с 5 ложками мы уже добились достаточно пластичного теста. Но, пожалуй, я все равно еще, ну, не полную ложку добавлю. Сейчас минут на 10 я отправлю это тесто постоять
в холодильник. Может быть, даже меньше, минут 5. И затем будем раскатывать. Так, 5 минут прошли. Сейчас я буду доставать тесто. Но сначала подготовлю рабочую поверхность для того, чтобы раскатать это тесто. И сразу противень. Я выпекаю всегда на коврике силиконовом. Можно использовать пергамент, что угодно, чтобы легко было потом снять наши печеньки. Так, стол готов. Сразу посыпать мукой. И достаем тесто. В любом случае, поверхность у меня небольшая, но и мне удобнее так работать. Я наше тесто разделю на 2 части и буду раскатывать в 2 этапа. Пока половинку, чуть меньше, кажется, взяла. Да, нормально. Холодненькое тесто. Вторую часть ставлю пока обратно в холодильник. Так, делаю шарик, кладу и можно скалкой, можно руками, ну руками, наверное, чуть дольше, сделаем скалкой. Раскатываем, но не очень сильно. В интернете это печенье, чаще всего творожное, делают в виде конвертика. Ты наверняка видела. С помощью круглой формы, чаще всего стакана, делают кружочки. Для этого тонко раскатывают, делают кружочки, обмакивают в сахар и складывают еще 2 раза, чтобы получился треугольничек. Мы этого делать не будем. Вернее, я сделаю 1 экземпляр так, как делают в интернете, на других YouTube-каналах. А потом покажу и объясню, почему я это делаю иначе. Так, ну вот, у меня тесто где-то сантиметр будет толщиной. Но я сейчас из него вырежу 1 кружок. Вот, видишь, примерно сантиметр. С этой стороны я его еще добавлю муки. Так, теперь возьму, вырежу чем-нибудь небольшим. Ну, вот, даже пивным бокалом будет небольшой кружок. Пускай будет так. Вот, это пока отодвигаем. Это делаю тонким, то есть те, кто делают кружочками, они его делают тонким, там не более где-то 3-5 миллиметров. Вот что получается. А вот теперь показываю, что плохо в этом рецепте. Берем сахар, берем ложку. Я возьму 2 ложки чайные. Ну, вот так это где-то 10 грамм. Дальше. Естественно, ты уже догадалась, берется, окунается в сахар. Вот это все покрыто сахаром. Вот этот тоненький кусочек покрыт сахаром. Складывают пополам. Опять окунают в сахар. Ну, кто-то сразу с 2 сторон просто кружок окунает. Ну, часто вижу и вот так просто делают. Еще раз складывают. И до кучи еще сюда сахара. И вот в таком засахаренном, я бы сказала, виде выкладывают на противень. Уверяю тебя, тут осталось
половина. То есть 1 ложка сахара, это 5 грамм, уже ушло вот туда. А 5 грамм это 20 килокалорий. Что происходит у нас? Вот осталась наша половинка. Мы берем наше толстенькое тесто. Сейчас я эти кончики тоже, чтобы мы его использовали. Все рационально. Здесь будет кусочек. Пускай уже будет так. Вот он, сантиметровый, если не толще. Беру большой нож с длинным лезвием. Вот такой. И начинаю нарезать полоски. Раз. Два. Три. Вот лезвие испачкалось, можно его смазать мукой, чтобы меньше приставало тесто. 3, 4. Ширина полосочки у меня где-то 1,5, наверное, сантиметра. Сантиметр высота, 1,5 ширина. Ну и сейчас будем поперечные их нарезать. Все. Теперь смотрим, чтобы они получились порционно, удобно, чтобы их было кушать. Я думаю, вот этот уже очень длинный. Эти более-менее нормальной длины. Мне нравится, что они разные. Не как в магазине. Все штамповано одинаковое. Так, эту тоже пополам. Пускай у нас будут такие хвостики. И вот эти разрежу тоже на 3 части. Так. И вот сейчас я начинаю обмакивать вот эти толстенькие полосочки в сахар. И посмотрим, сколько из вот этих остатков сахара я сделаю полосок. Так, свернуть вот так мне будет удобнее. Их будет достаточно много, поэтому сразу можно поплотнее. Наверное, на камеру не видно, но в реальности сюда попадает совсем немного сахара. И с учетом того, что они толстенькие, соотношение несладкого теста к слою сахара совершенно другое, в разы меньше, чем вот в этом тонком тесте, которое с 2 сторон облеплено сахаром. Я думаю, понятно объяснила, почему калорийность конвертиков, треугольничков значительно выше. Вот сейчас мне уже будет неудобно, надо будет досыпать сахара. Но обрати внимание, с того количества, которое было, вот еще как минимум 1 мы можем сюда положить. Да даже, господи, еще 2 можно положить. И это все еще тот сахар, который был для эксперимента с конвертиком, то есть треугольничком. Ну, будем считать, что весь мы израсходовали. То есть вот здесь ложка сахара и вот здесь ложка сахара. Почувствуйте разницу, называется. Ну, а мы добавляем еще ложку и доделываем наши длинные полосочки. Мы закончили с первой половиной теста. Теперь достаю то, что у нас в холодильнике. Так. Разомнем его, холодненькое.
Теперь нам уже эксперименты не нужны. Мы, соответственно, сделаем быстрее и ровнее. Не пудрю с этой стороны мукой специально, чтобы хорошо прилипали сахарные кристаллики. Ну вот, мы снова добились нужной нам толщины. Сделаю ровнее. Так. Вот. Добавляю сахар. Последний раз уже мы не возвращаемся к этому вопросу. И начинаю... Ой, я забыла разрезать один кусочек. Я даже стараюсь не прижимать. Вот сколько прилипло к поверхности, столько и достаточно. Точно будет достаточно сладости. Вот не сомневаюсь. Ну, собственно, я столько раз это делала, что сомневаться не приходится, что это будет сладко, не приторно, достаточно низкокалорийно. И вот смотри, как быстро. А если бы я делала кружочки? Вырезаешь кружочек, второй, третий, потом их вытаскиваешь из теста, потом остатки теста тоже раскатываешь, делаешь еще кружочки, а потом в сахар раз, в сахар два, складываешь это все 3 раза. Нет, это выше моих сил. Так что, мне кажется, способ полосками идеален. Ну, особенно, если вспомнить еще и про сахар. И вот последние 2 штучки. Все, можно отправлять в духовку. У нас 180 градусов, напоминаю. Я ставлю обычный режим 15 минут. И потом еще 10 минут сделаю гриль режим, чтобы они подрумянились. Итак, прошло 15 минут. Меняю режим на обдув и включаю 8 минут. Скорее всего, они успеют подрумяниться. Все. Я выключаю, потому что уже можно доставать наши подрумяненные печеньки. Выключаем. Вот что у нас получилось. Так, кстати, я хочу взвесить, чтобы точно понять, сколько же получилось, и посчитать потом калории. Ну, и скажу, сколько белка в этом количестве печенья получилось. Сначала мы взвесим пустую тарелку, обнулим и будем выкладывать печенье. Быстрее всего это делать вот так. И наше, как-то оно, кстати, слабо поднялось, именно конвертик. Но неважно. Вот в идеале они вот такие должны быть. Штучки. Удобно брать сразу в рот, откусывать половинку и наслаждаться. Так, что получилось на весах? 546 грамм. А тесто у нас было 560 грамм. Я взвешивала. Максимум на 20 грамм легче стало после того, как оно приготовилось. Хорошо. Значит, это не особо повлияет на наши расчеты. Посмотри, как это аппетитно смотрится. Жалко, что ты не придешь. Мы это все съедим без тебя.
Зато я успею тебе показать еще раз и рассказать. Я посмотрела, посчитала. Получается, что в 100 граммах 10 грамм белка и 296 килокалорий. Вот для сравнения, в глазированном сырке, в 100 граммах сырка глазированного, примерно 340 килокалорий. В пряниках, которые, ты знаю, иногда покупаешь и ешь, 380 килокалорий. А тут всего 296. И это же, ну ты ж понимаешь, домашняя выпечка, свеженькая, вкусная, ароматная. Только такое и надо кушать с чаем, кофе. Ну, я надеюсь, ты когда-нибудь это все-таки сама сделаешь и меня угостишь. Ну все, пошла делать кофе. Нам приятного аппетита.